Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. До начала актерской карьеры Харрисон считался одним из лучших плотников в Голливуде. Отец Харрисона Форда – ирландец, а мать – дочь евреев, эмигрировавших в США из Минска. Знаменитый шрам на подбородке Форд получил в результате автомобильной аварии. «Звездные войны», эпизод 6, «Возвращение джедая» 1983 года, «Star Wars», эпизод 6, «Return of Jedi», изначально выпущенный под названием «Возвращение джедая», «Return of Jedi». Эпический приключенческий фильм в жанре космической оперы, снятый режиссером Ричардом Маркуандом по сценарию Джорджа Лукаса и Лоуренса Кэсдана. Это третий фильм «Звездных войн», третья и последняя часть оригинальной трилогии. В 2021 году картина была признана национальным достоянием Америки, попав в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса. В шестом эпизоде «Звездных войн» Дарт Вейдер создает вторую звезду смерти. Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по повстанцам и их союзникам. Люк Скайуокер, Марк Хэмилл вместе с принцессой Леей Кэрри Фишер и верными дроидами R2-D2 и S3PO отправляется спасать своего друга Хана Соло, Харрисон Форд, который попал в плен к отвратительному Джабби Хатту, могущественному повелителю преступников. Повстанцы высаживаются на планете Эндор, чтобы оттуда вместе с Люком и его отрядом предпринять последнюю атаку на имперский флот, атаку, от которой зависит судьба галактики. В этом эпизоде Люк Скайуокер и Дарт Вейдер встречаются в последний раз, ибо из поединка между отцом и сыном живым выйдет только один. Одна из песен, которую поют эвоки, звучит как «Det luktar flanger här». По-шведски это означает «чую, тут пахнет кашей». Актриса Кэрри Фишер, принцесса Лея, очень переживала, что ее героиня всегда ходит в длинных бесформенных одеждах, за которыми не видно ее фигуры. Джордж Лукас пошел Кэрри на уступку, и в сцене, когда Лея находится в плену у Джаббы Хатта, максимально оголил актрису. Дарта Вейдера играют сразу трое людей. Дэвид Праус был его телом в доспехах, его голосом был Джеймс Р. Джонс, а его лицом был Себастьян Шоу. «Бегущий по лезвию» 1982 года, Blade Runner. Киберпанк, снятый английским режиссером Ридли Скоттом по мотивам научно-фантастического романа Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» 1968 года. Главные роли в фильме «Бегущий по лезвию» исполнили Харрисон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауэр, Эдвард Джеймс Олмос, Дэрил Ханна. В центре сюжета история детектива специального отдела полиции Лос-Анджелеса Рика Деггарта, вынужденного разыскивать и уничтожать сбежавших репликантов, человекоподобных биороботов, искусственно созданных для выполнения тяжелых и опасных работ. Отставной детектив Рик Деккарт, Харрисон Форд, вновь установлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти Рутгер Хауэра группы киборгов, совершившей побег из космической колонии на Землю. В полиции считают, что репликанты пытаются встретиться с Энделом Тайрлом, руководителем корпорации, ставящей эксперименты над кибернетическим интеллектом. Рик Деккарт получает задание выяснить мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их. Фильм «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом существует 7 версий, из которых базовыми считаются две. Оригинальная версия с хэппи-эндом 1982 года, которая была плохо принята кинокритиками, провалилась в прокате, и так называемая режиссерская версия с открытым финалом 1992 года, которая, согласно опросу 60 ученых, проведенному британской газетой The Guardian, была признана лучшим научно-фантастическим фильмом в истории. Основным мотивом фильма «Бегущий по лезвию» является вопрос «человек или репликант?». Этим вопросом задается Деккарт, разыскивая репликантов, а затем тестируя Рэйчел, Шон Янг, которая не подозревает о том, кто она. Этот вопрос Рик задает и себе. Этим же вопросом задаются зрители после просмотра «Бегущего по лезвию». Индиана Джонс и последний крестовый поход 1989 года. Индиана Джонс and the Last Crusade. Американский приключенческий фильм, снятый режиссером Стивеном Спилбергом. Автором сюжета, как и на предыдущих фильмах, выступил исполнительный продюсер Джордж Лукас, а сценарий написал Джеффри Боуэн. Третья картина серии фильмов о приключениях археолога Индианы Джонса. Главные роли исполнили Харрисон Форд и Шон Коннери, сыгравший отца прославленного археолога, доктора Генри Джонса-старшего. «Последний крестовый поход» – самый любимый фильм Стивена Спилберга об Индиане Джонсе. На этот раз бесстрашный Индиана Джонс Харрисон Форд разыскивает самую таинственную реликвию в истории человечества – Святой Грааль. В этом археологу помогает его отец, профессор Джонс-старший, Шон Коннери. Теперь под бдительным оком своего отца Индиане предстоит совершить много благородных подвигов и потрясающих открытий. В новых странствиях храброму археологу доведется добыть чашу, которую держал в руках Иисус Христос, и получить автограф самого Адольфа Гитлера. Имя главного героя, Индиана, было выбрано Лукасом в честь собаки породы аляскинский маламут, который жил у писателей в 70-х годах. Шон Коннери, сыгравший отца Индианы Джонса, старше Харрисона Форда всего на 12 лет. Существует вырезанная из «Индианы Джонса и последнего крестового похода» 1989 года сцена, в которой показано, как из обладающего божественной силы Грааля делают глотки Маркус и Салах. В итоге режиссер этот эпизод не включил в фильм. «Бессмертных нам не нужно», – шутил Спилберг.
Для завершения трилогии Спилберг использовал атмосферу первой картины, привнеся юмор благодаря появлению персонажа Шона Коннери и обеспечив зрителей динамичным дуэтом отца и сына. Приключенческая часть Индианы Джонса и Последнего крестового похода 1989 года весьма хороша, но драматургические и юмористические сцены отца и сына смотрятся куда более запоминающимися. Кое-что о Генри 1991 года, Регардинг Хенгри. Драма режиссера Майкла Николса с Харрисоном Фордом и Аннет Беннинг в главных ролях. Генри Тернер, Харрисон Форд, преуспевающий, но бессердечный нью-йоркский адвокат, готовый добиваться успеха любой ценой, даже за счет своих жены Аннет Беннинг и дочери. Но однажды случается несчастье, в него стреляют, который обрывает стремительную карьеру Генри. Он оказывается недееспособным и к тому же полностью теряет все воспоминания о своей прошлой жизни. Необходимо начинать все заново, и Генри постепенно узнает тяжелую и неприятную правду о себе самом. Казалось бы, потеря памяти не самый оригинальный сюжетный ход, но создатели фильма «Кое-что о Генри» 1991 года сумели выстроить на его основе не просто увлекательную историю, а поразительную, мудрую, добрую, светлую притчу об истинных и ложных ценностях, силе настоящей любви и преображении человеческого сердца. Мы видим, как главный герой буквально рождается заново. Очнувшись после комы, вызванной ранением в голову, Генри вновь учится ходить, пользоваться ложкой и вилкой, различать цвета, разговаривать. Он сам не помнит о том, что когда-то был заносчивым снобом, и радуется простым вещам: прогулке на свежем воздухе, гамбургеру в больничной столовой. Жену Сару и дочь Рэйчел Генри тоже не помнит, да и сам предстает перед ними новым человеком. Всем троим предстоит заново узнать друг друга. Генри Тернера сыграл известный актер Харрисон Форд. По сути, ему пришлось воплотить на экране двух совершенно разных людей. У нового Генри даже выражение глаз становится другим, мягким, открытым, немного наивным, полным доброты. Забавно и трогательно наблюдать за его взаимоотношениями с дочерью. Когда-то он едва находил время, чтобы зайти и пожелать девочке спокойной ночи, вел себя с ней строго и отчужденно. Теперь же он с удовольствием играет и дурачится вместе с Рэйчел, а она учит отца читать по слогам. «Беглец» 1993 года, The Fugitive. Детективный триллер режиссера Эндрю Дэвиса с Харрисоном Фордом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. Сценарий фильма «Беглец» создан по мотивам популярного в США в 1960-е годы телевизионного сериала. Фильм получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Съемки фильма «Беглец» начались еще до завершения написания сценария. Доктор Ричард Кимбалл, Харрисон Форд, возвращается домой, где находит окровавленную супругу и постороннего в доме. Завязывается ожесточенная борьба, и убийца с протезом вместо руки скрывается, оставив свою умирающую жертву на руках доктора Кимбалла. Все объективные с точки зрения следствия улики становятся неоспоримыми на суде, и убитого горем мужчину приговаривают к смертной казни посредством смертельной инъекции. Во время транспортировки между исправительными учреждениями заключенные совершают нападение на охранников, и нескольким из них после чудовищной аварии удается вырваться на свободу. Судьба дает второй шанс и главному герою в исполнении Харрисона Форда, который теперь жаждет найти виновников смерти жены. В этом ему будет мешать полицейское управление штата под руководством детектива Жерара Томми Ли Джонс. Во время съемок в лесу Харрисон Форд повредил связки на ноге, но отказался от операции до конца съемок, чтобы его герой выглядел уставшим от погони. Эпизод с кружением поезда был настоящим, режиссер должен был снять все с одного дубля. На эту сцену было потрачено около $1 миллиона. «Беглец» был первым американским фильмом, показанным в Китае за 40 лет, поэтому неискушенный китайский зритель был поражен картиной, и она стала кассовым хитом. В 2005 году Егор Кончаловский снял фильм «Побег» с Евгением Мироновым в главной роли, который по сюжету на 90% напоминает американского беглеца.